Каждую ночь я ложусь спать не раньше 2, а потом еще часами о чем-то размышляю. И так последние полгода. Столько интересных, но совершенно бесполезных мыслей. Говорят, истоки большей части наших проблем таятся глубоко в детстве. Из тех времен я помню немногое. Например, как родители брали меня на прогулки по лесу. Я всегда любил природу и не любил других детей. В школе я был молчаливым, много учился, а свободное время тратил на игры и просмотр сериалов. Лишь однажды я почувствовал острую нужду в общении, слишком сильную, чтобы ее заглушить. Неумение общаться сыграло со мной злую шутку. Очень неприятно вспоминать то время, однако тогда я хотя бы чувствовал что-то по-настоящему. Сейчас мои эмоции становятся все менее и менее яркими. Где-то читал, что это состояние называется ангидония. Жизнь у меня сейчас не очень интересная. Учусь на филфаке, живу в общежитии, смотрю аниме. Пытаюсь написать книгу о журналисте с болезнью Альцгеймера. Девушки как не было, так и нет, но я ни на что не жалуюсь. Вчера посетил день рождения Стасяна. Было весело, но под конец я как-то взгрустнул. Зато я там встретил знакомого своего знакомого, работающего в издательстве. Он пообещал посмотреть черновики моей книги. Все же надо почаще выходить в люди. Позавчера меня задержали на митинге. До полуночи я просидел в отделении, а на следующий день суд влепил мне штраф. Мама с папой ругались, зато младший брат поддержал. Я уже давно не бывал дома. Его мне заменила общага с тараканами, где я не знаю ни одного соседа. В детстве ты уверен, где твой дом, а где чужой. Кто близкий, а кто нет. Где добро, а где зло. Сейчас я понимаю лишь то, что ничего не понимаю. Вчера во сне я видел красно-розовый рассвет и дерево, украшенное лентами. Почему-то я вдруг почувствовал себя так хорошо и умиротворенно. Обычно мне снятся куда более странные вещи. Некоторые даже заставляют усомниться в моем психическом здоровье. И я получил отзыв от знакомого моего знакомого из издательства. Он сказал, что у меня неровный слог, мало жизненного опыта и в целом достаточно скучно. В это же время я снова поругался с родителями и опять получил штраф. На этот раз за картинку с котенком в форме солдата вермахта.
Сегодня мне исполнилось 22. Это не очень много, но мой отец в этом возрасте уже женился. Кажется, что огромная часть молодости осталась позади. Часть времени, когда с нами должно происходить все то, о чем мы затем будем вспоминать всю оставшуюся жизнь. Но, по правде говоря, моя молодость была не особо интересной. Наверное, как и вся моя жизнь. Нет. Нет. Все это не может длиться вечно. Я уверен, что независимо от наших ошибок, каждый заслуживает своего счастья. И если не останавливать его поиск, не поддаваться страху и отчаянию, то рано или поздно мы все сможем его найти.